Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня мы находимся в городе Гуанчжоу на международной автовыставке. Здесь представлено огромное количество брендов, которые мы вам хотим показать. Поехали! Ну и начать обзор выставки мы хотим с первого зала. Почему? Потому что он первый, а во-вторых, потому что здесь представлен тот бренд, на котором я езжу – Volkswagen. Из новинок здесь представлены бензиновые различные машины. Они, к сожалению, не в формате нашего канала, поэтому о них мы рассказывать не будем. А вот здесь у меня для вас интересная новость. Новинка этого года – Volkswagen ID UNIX. И здесь интересно сейчас появляется, так как продажи этого автомобиля в Китае провалились, они решили дропнуть прайс. Они решили опустить стоимость автомобиля максимальной версии до 209 тысяч юаней. Но с одним нюансиком. Вы не можете выбрать дополнительную опцию. Просто вы берете сток, что вам предлагают, но по хорошей цене. Так что, если вас интересует автомобиль, вы знаете, что делать. Компания Geely здесь представлена в виде бренда Levk. Слушайте, когда я в первый раз увидел этот автомобиль, ходила информация о том, что этот автомобиль будет выпускаться в виде последовательного гибрида. Но по факту они отказались от силовой установки последовательного гибрида в пользу чистой электрички. И вот эта Хабазина, она чисто электрическая. У нее есть как 6-местное размещение, так и 8-местное размещение. Автомобиль, поражает. Компания Geely решила завоевать нишу именно представительских минивенов с перевозкой более 6 человек, либо более 5. Зал номер 2. Мы сейчас находимся на стенде Yangwang U9. И здесь мы можем посмотреть Yangwang U9 в разрезе. Вот этот вот гоночный болид электрический. Вот так он выглядит, если снять с него всю обшивку. Обратите внимание, карбоновый корпус, усиленная конструкция. Усилена она как спереди, снизу, так и сзади. А я хочу напомнить, что Yangwang U9 – это единственный автомобиль, который умеет прыгать. Для чего? Непонятно. Из песков выбираться он вряд ли будет, но он умеет это делать. Из новинок здесь Yangwang U7. И вот сейчас нам сидят такие представительные китайцы в костюмчиках. Прям, знаете, настолько представительные, что даже необычно это видеть. Обычно в Китае так не принято. Очень представительная машина. Если Yangwang U9 это все-таки спорткар, Yangwang U8 это внедорожник, то вот это машина для повседневного использования. Сидишь здесь и ощущаешь люкс, не просто премиум, а люкс. В общем, ребят, машина максимально красивая и снаружи, и снутри, и очень премиальная. К сожалению, пока неизвестна цена на этот автомобиль. Сколько будет стоить, надеюсь, что доступные деньги. Но посидев внутри и почувствовав качество материалов, я думаю, что будет стоить за 500 тысяч юаней. Стенд компании Leopard. Здесь представлен Leopard 8, на который мы уже снимали обзор и тест-драйв. Но вы сказали, что это класс С, и поэтому он не интересен для вас. Тогда, пожалуйста, Leopard 5. В таком интересном тюнинге, обратите внимание. Совершенно другой автомобиль. То есть немножечко ему добавили каких-то элементов. Смотрите, прозрачный капот, скрытые диски, закрытая решетка радиатора и все. И автомобиль полностью изменился. Как будто бы новая модель. Слушайте, этот зал заняла полностью компания BYD. Там у нас Yangwang, здесь Leopard, а здесь непосредственно сама BYD. Здесь у нас представлен новый Tang DMI. Немного видоизмененный дизайн. Но это все тот же самый классный SUV-внедорожник. Ребят, вот честно говоря, вот этот автомобиль, на мой взгляд, максимально подходит для России. В нем есть все, что любят наши люди. Полный привод, мощности вот так вот, хоть отбавляй. Внедорожные характеристики, высокий клиренс, премиальный качественный салон. Вообще, я не знаю, мне кажется, вот брать нужно только эти танги вообще. Ну а здесь у нас ажиотаж, потому что вышел первый микроавтобус от BYD. На него мы точно снимем обзор. А знаете, что мне интересно? У BYD
есть суббренд Denza, который выпустил минивэн. Этот минивэн пользуется бешеной популярностью. Это топ номер один среди минивэнов по продажам. И вот сейчас они выпускают от своего бренда, от main бренда BYD, похожий минивэн. Силовая установка DMI 5-го поколения. Запас хода на батарее 80 или 145 километров. Кроме того, будет умная система амортизации UNC, как в Leopard 8. Ожидаемая стартовая цена от 300 тысяч юаней. А вот старт продаж назначен на первый квартал 2025 года. BYD не перестает удивлять нас новинками. Они их штампуют, как на каком-то заводе, не знаю, пирожки, вы знаете. 06 GT. Это что-то интересное. 136 тысяч юаней в минималке. 500 километров запаса хода. Но это только монопривод. А полный привод стоит на 186 800 юаней. С запасом хода 550 километров. Чистый электромобиль. Чем-то она мне напоминает дельфина. Вот так, отдаленно. Но уже такой усовершенствованный дельфин. А вот позади меня самый продаваемый автомобиль в Китае на сегодняшний день. Это BYD Чайка. Мы спрашивали у вас в чайных новостях, снять на него обзор. Вы сказали, не надо. Но мы все равно снимем на него обзор. В общем, ждите. Представляете, такая маленькая коробочка, которая стоит 70 тысяч юаней всего лишь. Самый продаваемый. Ребят, а мы на стенде Denza. И здесь самый ожидаемый автомобиль от Denza. Это N9. Претендент на короля среди трехрядных СУВов городских. Насколько вы знаете, сейчас это место занимает Аита М9. Но я думаю, что Denza его потеснит. Пока еще неизвестна цена на него, они ее скрывают. Зная то, как BYD умеет демпинговать рынок, цена может быть очень вкусной. И если они по цене снесут Аита М9, я думаю, что он займет первое место. Потому что качество материалов у BYD мы также знаем на высоком уровне. Особенно у Denza. Если по дизайну М9 была немножечко чересчур с перебором, то здесь все очень гармонично смотрится. Такой брутальный, современный, красивый городской СУВ. Denza N9 это действительно большая машина. Длина 5,3 метра, ширина 2 метра и высота 1,8 метра. Колесная база 3,1 метр. Основным преимуществом над конкурентами будут мощность и новая технология, как в Z9 GT. То есть в электрической версии 3 электромотора, а в гибридной еще добавится бензиновый мотор объемом 2 литра, общей мощностью 925 лошадиных сил. У гибридной версии ожидается батарейка на 47 кВт-часов, а у электрической не менее сотни. Но есть и минус. Официальной информации пока нету, но по предварительным данным максимальная разрешенная масса будет 3760 кг, а это уже категория C. Следующей ожидаемой моделью от компании Denza была Z9. На нашем канале вы могли видеть обзор на Z9 GT лифтбэк, а это уже не лифтбэк, это седан. В зале номер 3 представлена Hongqi 08. Это очередная электрическая новинка от компании Hongqi. Красный флаг. К сожалению, на сегодняшний день у нас всего лишь одна машина обозрена данного бренда. Это EHS 5. Машина просторная, видно сразу же, современная. В общем, Hongqi двигается в правильном направлении для покорения китайского рынка. Также Hongqi представила на выставке Гуанчжоуский концепт. Посмотрите на эти нереально огромные двери. Конечно, вряд ли в реальной жизни такое вообще возможно сотворить, чтобы они у вас были из металла, да даже из алюминия. Это слишком большая громоздкая конструкция, на мой взгляд. Хотя, может быть, инженеры сотворят чудо. Но выглядит, конечно, интересно, круто. И судя по тому, что руль прячется под приборную панель, и планируется выпуск автомобиля на автопилоте, причем, уверен, хорошего. На стенде 212 представлен новый УАЗик от китайского бренда. Слушайте, ну в правильном направлении идут товарищи. Да, не гибрид, но при этом как они скакнули. Посмотрите на фотографии старого 212 и нового, то, что они выпускают. Это прям большая разница. Молодцы. Мы находимся в зале номер 4. Из интересного здесь мини-купер, электро-мини-куперы. Мини-куперы вслед за смартами решили тоже выпустить две электрические версии,
чтобы оставаться на плаву, так как китайский рынок сейчас, в настоящее время, очень хорошо потребляет электромобили, а у них их до сих пор не было. Итак, мы видим Mini Cooper 1 и Mini Iceman. Если Mini Cooper это что-то наподобие бензинового Mini Cooper, да, у нас по дизайну похоже, то Mini Iceman это своего рода новый дизайн. Обратите внимание, фары интересные такие, да, уже совершенно другого дизайна. Да, он чем-то похож на Countryman, но все равно это такой своеобразный новый дизайн. Извините, у вас дверь сломалась. А, она просто механическая. Понятно. Сэкономили. Aceman, слушайте, вот такого экрана я еще не видел. Ну, в Mini Cooper тоже такой же экран, конечно. Ну, вообще, выглядит интересно, очень интересно выглядит. Я думаю, начинается война между Смартом и Mini Cooper. Леш, здесь не только ряд дешевых материалов на ощупь, но и по технологиям. Посмотри на HUD. Приборной панели нету, все выводится туда. Ну, интересно, слушай, надо, мне кажется, попробовать проехать на ней. Ребят, обратите внимание, бренд Great Wall занял целую сторону зала. И, чтобы вы понимали, здесь стоит только одна и та же модель. Это Mokka, кофе Mokka. Гибрид, на который мы до сих пор еще не можем снять обзор. У них же есть еще другие модели. Почему они сюда не поставили другие модели? Здесь представлен стенд компании BAIC, куда входят бренды ArcFox, Stelato и Beijing. У ArcFox есть новинка. Пойдемте посмотрим. Alpha T5 Compact SUV. Как всегда в традициях бренда ArcFox все сделано качественно и интересно. Знаете, вот здесь я хотел бы сказать, непонятно, почему южане не любят этот бренд. Автомобили этого бренда продаются хорошо на севере и в центре Китая. А вот на юге как-то у них не заладилось. Видимо, потому что пиар-компания слабовата. Посмотрим в багажнике. Так, а здесь у нас такой стоит ящичек, фейковые макарунчики и, в общем, кофемашина. А зачем это все представлено? Потому что здесь есть розетка на 220 вольт. У бренда Beijing стоит 60-ка. Мы уже про нее рассказывали на выставке пекинской. Еще раз хочу вам напомнить, что это последовательный гибрид, рамный внедорожник, огромный, массивный, по очень доступной цене за такую всю махину, за эту конструкцию. Давайте начнем, пожалуй, с багажника. Я вам его продемонстрирую. Вы посмотрите на это царское пространство. Машина семиместная, очень комфортная. Вот, к сожалению, мы до сих пор ее не протестировали, так что ждите обзор. Вообще компания Beijing идет по пути электрификации. Все свои старые модели они переводят на чисто электрические, либо на гибриды. Beijing 30E. И флагманской новинкой данного бренда на сегодняшний день является Beijing 40 в гибридном исполнении и электрическом. Смотрите, как гордо они ее загнали наверх. И вот здесь есть такой небольшой трюк, который уже использовали Mercedes. Леш, давайте я покажу. Мини-гелик ставят Да. на эту решетку. Вот на эту вот решеточку, она вот такая прям сильно шершавая зубчиками. Так что хитрят ребят. На стенде бренда Hyundai представлен концепт-кар из 80-х. Ребята, походу, там застряли, никак не могут продвинуться вперед, в отличие от китайцев. Наверняка это какая-то шутка, я бы хотел сказать так, но не может же быть этот концепт-кар современным. Что-то здесь не так. Вообще, в целом, мне этот автомобиль напоминает машину из фильма «Назад в будущее». Если вы знаете, как она называется, напишите в комментариях. Также здесь представлен концепт-кар Initium. И опять же, глядя на этот концепт-кар, ты понимаешь, что какая-то не та здесь задумка и история. Ну, слишком слабо. Для концепт-кара по факту это все будет выглядеть явно не так, даже и близко. Потому что в отличие от тех же самых китайцев, как мы знаем, и европейцы, и корейцы, и японцы, они сильно отходят от своих концепт-каров. Ну, печально. Хотелось бы, конечно, чтобы было более сильное развитие у корейцев
и японцев, в том числе и европейцев. Xiaomi представила новую модель SU7 Ultra. На SU7 обзор и тест-драйв мы уже делали. Здесь же представлена максимальная комплектация Ultra с 4 электромоторами. Максимальная скорость 359 км в час. Суммарная мощность моторов 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Самые большие карбон-керамические тормоза среди спорткаров. Тормозной путь со 100 до 0 занимает всего лишь 30,8 метра. Цена 814 900 юаней, что ниже, чем Zeekr FR. Далее у нас есть новый бренд Onvo, это суббренд компании NIO, и здесь нас интересует модель L60. Сиденье пассажира, есть массажи, есть атаманка, большой центральный дисплей, я думаю, дюймов 17, даже 18 может быть. Задний ряд очень комфортный, сидушки широкие, большие, есть такой же экран, как у Xpeng P7+. Руль приятный, сидушка приятная, машина достойна обзора. Ну и фишкой этого автомобиля является холодильник сзади. Обратите внимание, на 52 литра. Слушайте, это такого мы еще не видели. Здесь у нас стенд Xpeng, из новинок здесь только P7+, на который мы уже сняли обзор и тест-драйв. Если не видели, посмотрите, пожалуйста, по ссылочке. Мы переходим дальше. Mazda EZ6. Она уже была представлена на пекинском автосалоне, но тогда мы не знали цен. Сейчас цены уже есть, и цены довольно вкусные. Есть в электрическом варианте и есть в варианте последовательного гибрида. И вы знаете, что интересно, что эта модель Mazda, она была сделана совместно с компанией Чинан. Материалы, слушайте, очень приятные. Прям такая бархатистая кожа. За такие деньги очень интересный автомобиль. Ну и, конечно же, эта Mazda отдает больше китайским, чем японским, своим шиком вот этим. Зал 18. Здесь представлены такие бренды, как Lysian, Livan, Voya, Polarstone, Hima и Jack. На стенд Livan мы решили не заходить, как-то он нам не нравится немножечко. У Lysian ничего нового нету, мы ждали M8, мы ждали серию M они не выставили. А вот у Voya есть новая моделька, ну как новая, мы ее просто еще не обозревали, это Voya G-In, китайское название Lantu G-In. Вот такой интересный автомобиль, наверное, самый компактный среди всего класса. Вообще автомобили Voya стоят внимания, нравятся мне они. Что минивэн, что Voya Free, я думаю, достойный автомобиль, который заслужит полноценного обзора. Среди всех моделей Voya, если брать максимальную полноприводную комплектацию, это самая дешевая модель. А вот если вы ищете электромобиль с большим запасом хода, то рекомендую рассмотреть Voya G-In. У модели с задним приводом, с батарейкой 109 кВт-часов, запас хода 901 км. И между прочим, это самый дешевый электромобиль с таким запасом хода. 236 900 юаней он будет стоить в Китае. Дальше у нас стенд ROX, он же Polarstone. Мой любимый Polarstone. Это не тюнинг, это отдельная версия. Limited Edition, такая ограниченная версия. Обратите внимание, вот в таком виде он смотрится прям очень хорошо. Дальше у нас отдельная четырехместная версия. Вот такой вот ястреб идет вместе с машиной. Машина предназначена была специально для пустынь, арабских пустынь. Знаете почему? Для арабских пустынь, для шейхов, потому что здесь очень много места сзади. Я думаю, что арабские шейхи любят ездить вот так. Здесь, кстати, люк есть. У меня-то люка нету, а здесь есть люк. И люк, смотрите, он обит мягкой такой частью для того, чтобы можно было высовываться отсюда и ездить именно вот так. Антон подскажет, стрелять, говорит, отсюда можно. Вот сюда пулемет цеплять и стрелять. Хулиган, Антон, не надо такое говорить. Но, между прочим, здесь не два кресла. Это, наверное, можно сказать, диван, разделенный перегородкой. Правильно так его назвать. Потому что подлокотник общий. Будет ли продаваться четырехместная версия на китайском рынке, пока неизвестно. Но, честно говоря, я бы, наверное, для России не рекомендовал. Все-таки 6- и 7-местные версии гораздо более привлекательные, на мой взгляд. На стенде Jack ничего нового нету, но есть вот такой интересный концепт-кар, который открытый, в открытом доступе. И, вы знаете, вот этот интересный дизайн, такой футуристичный, с распашными дверями, с отсутствием средней стойки, я думаю, что нет ничего невозможного для китайцев. Возможно, в следующем году мы его увидим на дорогах. А возможно, увидим его в России вместо нового москвича.
Как вы знаете, Москвич и Джак это одно и то же. Стенд компании Huawei. Здесь из новинок Lucid R7. И здесь хочется показать вам одну изюминку, из-за которой можно снять на него полный обзор. Lucid R7 – это совместная разработка Huawei и Chery. Этот автомобиль позиционируется как прямой конкурент Tesla Model Y. Максимальный запас хода в режиме CLTC составляет 802 км, что делает Lucid R7 одним из лидеров по этому показателю среди электромобилей в своем классе. Объем багажника 837 литров, а если сложить задние сиденья, то получим 2130 литров. Большой автомобиль, длина его 5 метров, колесная база 2,95, цена начинается от 260 тысяч юаней. В максимальной комплектации 340 тысяч юаней. И вот знаете, находясь на этом стенде, понимаю, что Huawei очень плотно влез в авторынок. Он делает автомобили интересными, инновационными, с очень умным автопилотом, продвинутым автопилотом. И сейчас многие бренды пытаются запартнериться с Huawei. Поэтому любой автомобиль, в котором присутствует Huawei, я думаю, достоин полноценного обзора. Зал 19. Здесь представлены бренды Audi, NIO, Neta, Lynk & Co и Leapmotor. Начнем, пожалуй, с Audi. Новинки этого месяца. Если вы являетесь нашим постоянным зрителем и в особенности смотрите «Чайные новости», то наверняка знаете о новом бренде Audi от компании Audi и компании китайской SAIC. В общем, две компании крупных, одна европейская, другая китайская, объединились для того, чтобы наладить свои продажи в премиум-сегменте. Так как у Audi в премиум-сегменте в Китае так себе идут дела, и у SAIC тоже. В общем, ждем и надеемся, что действительно машина будет интересная, по отличной цене, чтобы всем она была доступна. Стенд бренда Leapmotor. Здесь из новинок представлена B10. Наглухо затонированная. Они как будто бы секретничают, и будто бы там будет что-то такое новое и интересное внутри. Интерьер будет особенный. Но осмелюсь предположить, что внутри будет тот же самый дизайн, что у C10, C16. Ну и, откровенно говоря, мне эта машина визуально нравится больше, чем C16. Вообще наглухо затонированная, ни шиша не видно. Но по-любому все будет как у всех. На стенде компании Neta представлена новинка этого года. Это Nedge S в кузове универсал. Это именно тот автомобиль, на который не загнали экскаватор, и с машиной ничего не случилось. Кузов здесь прочный, классный. Вообще, в целом, мне очень нравится типа кузов универсал. И мне кажется, это правильный ход, потому что в Китае, опять же, если, допустим, посмотреть на продажи NIO, то тип кузова универсал продается гораздо лучше, чем все остальное. Ого! Барский. Автомобиль представлен с двумя типами силовой установки – последовательный гибрид и чисто электрическая. Последовательном гибриде только монопривод и способна проехать на одном заряде 300 км. А вот чисто электрическая версия способна проехать до 640 км, при этом в полном приводе. Мощность полноприводной версии составляет 503 лошадиных силы. При этом цена составляет всего 209 900 юаней. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ждите обзор на эту классную машину. Крючок! Закройся! Ну и самое вкусное в зале 19 это Lynk & Co Z20. Какой же он красивый! Мне Zeekr X понравился визуально, но Z20 выглядит более брутально и зло. В общем, Lynk & Co решили покорять не только гибриды, но и электрические машины. Моя любимая часть в автомобилях это багажник. Он тут побольше, чем у Икса. О, хорошо сделано. В общем, как только станет этот автомобиль доступен для тест-драйва, мы сразу же бежим его снимать. Зал 20. Крайний зал, ребята, этой выставки. И здесь представлены интересные бренды Smart, Zeekr, AM, Robocar. Начать мы хотим со Smart. На первую модель мы снимали обзор. Здесь же представлена модель 5.
Знаете, когда мы снимали на первую модель, мне понравился у них автопилот, мне понравилась управляемость. Машина была сделана очень хорошо. И вот сейчас пятая модель, на которую, конечно же, стоит сделать полноценный обзор. Smart всегда позиционировался как мини такой маленький, аккуратненький автомобиль. Ребят, но обратите внимание, фаркоп, вы понимаете, они установили сюда фаркоп. И вы можете спокойно тянуть водный мотоцикл. Но это еще не все. Smart 5 способен проецировать картинку на экран, на стену. То есть ночью вы можете приехать с девушкой, вот так вот встать перед какой-нибудь стеной, поверхностью и смотреть какое-то кино. А, смотри, они подключили Bluetooth колонки, внешне выставили, да? То есть есть возможность подсоединять внешние устройства. И у вас на природе кинотеатр. Для тех, кто не знает, Smart – это совместное предприятие Geely и Mercedes. Владеют они 50/50 акциями. То есть это не так, как у Denza. У Denza, если вы не знаете, Mercedes ушел от нее. А здесь же, вот мы можем видеть Style by Mercedes. Как и у всех Мерседесов, ручка управления находится здесь. Что при открытой двери, конечно же, неудобным является. Но скажете вы мне, а зачем настраивать сидушку при открытой двери, да? Только для обзора. В общем, обзоры снимать неудобно. А так, друзья мои, еще по первой модели мне Smart очень сильно понравился. Мне понравилась управляемость, мне понравилась динамика, мне понравился автопилот. Вообще комфортность очень хорошая. Поэтому на пятерочку надо будет обязательно снять полноценный обзор. Ребят, мы на стенде компании Robocar, и здесь представлен интересный концепт-кар. Но это не просто концепт-кар, это автомобиль, который в этом году станет серийным. У него уже есть свое название – Vision X. Вот такой вот интересный гоночный электро-суперкар. Это просто какой-то космический корабль, а не автомобиль. Очень здорово выглядит все. Карбон, сидушки, ковши. Даже задняя часть имеет вот такую LED-полосу, на которой можно вводить различные какие-то изображения. Стенд суббренда компании SAIC IM. Как уже ранее вам говорил Антон по поводу Audi нового, который объединился вместе с SAIC. Из-за чего? Из-за того, что у SAIC продажи в премиум-сегменте не очень хорошие. Так вот, этот бренд сейчас пытается вылезти на рынок такси. И они вот создали такое робо-такси. Обратите внимание, куча лидаров. Робо-такси, которые уже сейчас, уже давно, можно даже так сказать, передвигаются по Шэньчжэню, по Гуанчжоу, по всем крупным городам Китая автономно и развозят людей. Уже этот сервис работает, и вот сейчас SAIC залезает в этот бизнес со своим робо-такси. Мы на стенде компании Dongfeng. Здесь представлены две новинки. Одна из них это L7. Вот такой интересный SUV, в который они положили джойстик. Соответственно, можно подключить этот джойстик к мультимедийной системе и играть в процессе движения. Да? То есть, тем самым они нам говорят, что у них автопилот какой-то хороший, багажник среднеразмерный и есть большая ниша. Да, удивили. Удивили. Недавно мы делали обзор на EP008 последовательный гибрид. Бюджетный последовательный гибрид, хотелось бы уточнить, в 6-местном варианте. Здесь же представлен 5-местный вариант. Убрали третий ряд, сделали большой багажник и сделали больше места спереди. Холодильник остался. И засунули они сюда огромный телевизор. Потому что сейчас парень сложил переднюю сидушку, выкинули подголовник, и получилось огромное, большое такое спальное место, да, куда можно положить специальный матрас и, соответственно, баскетболистов перевозить. В Китае входит в моду активные путешествия на машинах. Совсем недавно мы вам рассказывали с выставки, что компания BYD выпускает Leopard Super 3 в компактном варианте с внедорожными колесами, ну, примерно что-то похожее такое на это. И вот компания Dongfeng выпускает свой такой же внедорожник Dongfeng 01 Cross. Пока он представлен в виде концепта, но концепт, который уже, как мы видим, готов к выпуску. Вот такой интересный вариант. Друзья, на этом выставка окончена. Мы вам показали все новинки, которые были на сегодняшней выставке. А дальше ждите более полных и подробных обзоров. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.